Возьми чуть правее вниз. Кто это? Вор в законе грек. Контролирует СТО, автосалоны и примерно треть рынка нелегально ввозимых и ворованных машин. Понятно, откуда такая тачка. Вор в законе топор. Экспорт нефтепродуктов. Своя сеть заправок. Кислый. Торговля оружием, недвижимость, черные нотариусы. А это кто? Это Шершавый. Правая рука Кислого. Здравствуй, дорогой. Приветствую. Как оно? Ничего. Пойдет. Дышим. Через раз, ну дышим. Раз вдох, раз выдох. Здорово. Это Трефа. Трефа, потому что Трифонов. Контролирует проституцию, секс-шопы и склады секонд-хендов. Интересное сочетание. Прям церемония Оскара. Только красной дорожки не хватает. Это Мустафа. Держатель общака. Моральный авторитет всей группировки. Воровская элита в сборе. Такого беспредела не было никогда. Он что, войны хочет? Остынь, Трефа. Да кто он такой, этот Миша Киевский, чтоб с моего рынка бабло косить? Совсем оборзел в конец. Нас не уважает. Вместо себя каких-то шестерок присылает. Ты за базаром следи. Это нечем будет. Что? Заткнулись оба. Где Миша? Почему ко мне не приехал? Нехорошо. Законы уважать надо. Вот ты и порешал вопросы, Трефа. Ты-то не ей. Да вы что, ну говорю, не е. Нехорошо получилось. Воров в законе без предъявы замочили. Да ну говорю вам, не е. Я сам с этим разберусь. Сходняк окончен. Ты остаешься, Трефа. Что за идиот? Что вам здесь нужно? Тебе привет от Мустафы. Какого Мустафы? Не знаю никакого Мустафу. Слышь ты, фраер, хорош глазки строить. Поедешь, куда скажут. Сделаешь, что попросят. Усек? Мустафа, но я жизнью клянусь, это не я. Нашел чем клясться.
Ну я что, идиот, что ли, здесь его жмурить? И выставлять на показ, как музей? Иногда, чтобы что-то спрятать, нужно положить на самое видное место. Знаешь, что я думаю? Его смерть выгодна тебе, Трефа. Похоже, парни вернулись. Увеличь. Ни хрена себе. Товарищ полковник. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте, Мустафа. Совсем забыл старика. Как живешь, дорогой? Как сын? Слышал, с ним проблемы были. Почему к Мустафе не обратился? Спасибо, сам справился. Гордость – это хорошо. Я сам гордый. Но прошу тебя, дорогой, помоги мне с этим. Друга моего убили. А сходники только свои знали. Скажи, кто это сделал? Ты можешь? Мустафа, вы же помните, я с криминалом дел не имею. Все помню. И про должок твой помню. А долги возвращать надо. Давайте договоримся. Во-первых, вы сообщаете о трупе полиции. Во-вторых, я только осмотрю труп. И все. Договорились. Что они там так долго? Не нравится мне все это. Убили его часов 6-7 назад и не здесь. А где его убили? На каком-то складе секонд-хенда. Не твой ли это склад, Трефа? Да меня явно подставили, Мустафа. Задушили шарфом секонд-хенда. Убийца мужчина лет 40, курит сигареты и ЛМ. Это все? Откуда ты здесь? Оперативная информация, брат. Склады твоего нового кореша Трефа. Тебе лучше самому признаться, что ты делал на сходнике воров. Откуда я знаю, может быть, тебя короновали. Какая у тебя кликуха? Все, молчу. Ты же теперь авторитет в законе. Бромистый метил. Да, действительно, бромистый метил. Да? Ну и что это значит? Как что? Метил из брома. Метил из брома. Оригинально. Вижу, в школе у тебя было 2 пятерки. По физкультуре и по физкультуре. Хорошо, что это значит? Бромистым метилом обрабатываются склады для уничтожения возбудителей инфекционных заболеваний и насекомых. Убийство произошло здесь. Мишу Киевского задушили этим шарфом. Странно. Что странно? Мне кажется, я когда-то встречал этот запах. Хотя не уверен. У убийцы диабет. Он сидит на инсулине. Вот это уже кое-что. Инсулин. Инсулин.
убил еще одного человека. Есть. Копатько Владимир Иванович, 83-го года рождения. Один из охранников Миши Киевского. Логично. Интересно, зачем сюда приезжал Миша? К Трефе на стрелку? Кстати, ты собирался рассказать мне, что тебя связывает с Мустафой? К нашему делу это не имеет никакого отношения. Все равно рано или поздно я узнаю об этом. А как убийца вытащил труп? Через пожарный выход. Но я не смог его открыть. Ну что, пошли посмотрим. Что посмотрим? Пожарный выход. Зачем? За дверью след теряется. Хочу тебе напомнить, что чистосердечное признание... Так, послушай, я устал, у меня был тяжелый день, и я хочу выспаться. Меня чуть не убили, между прочим. Правда ли, что вас обвиняют в убийстве криминального авторитета Миши Киевского? Я сделаю заявление для прессы. Мои клиенты, господа Мустафаев и Трифонов, не имеют никакого отношения к смерти криминального авторитета Миши Киевского. Господа Мустафаев и Трифонов – добропорядочные граждане и успешные бизнесмены. Благодарю за внимание. Спасибо. Ну что, снял? Хорошо. Пап, а как тут телек включается? Я же просил не лезть в лабораторию, тем более, когда я работаю. Это что, так сложно понять? Ну, извини. Лебедев, я тебя не вызывал. Товарищ генерал, как это понимать? Чаю хочешь? Почему вы отпустили задержанных Мустафаева и Трифонова? Сядь. Вы обнаружили труп гражданина Зазули, он же Миша Киевский, в 23:17. По данным судмедэкспертизы, смерть гражданина Зазули наступила между 16 и 17 часами. На этот промежуток времени у граждан Мустафаева и Трифонова алиби. За этим Мустафой я 20 лет охочусь. Никак поймать не могу. Пойми, Витя, чтобы брать таких людей, как Мустафа, нужны железобетонные улики. Железобетонные. У тебя такие есть? Нет. Пока нет. Ну вот. Так что иди и куй железо. Часок там, глянь.
Да-да, войдите. Добрый день. Здравствуйте. Это вы? Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, как наши дела? Боль прошла? Да нет, вы знаете, пока болит все так же. Да. Сейчас посмотрим. Не волнуйтесь. Ой. Ну, потерпите, пожалуйста. Ну, ничего такого я не вижу. Воспаления нет. Перепонка в порядке. А вот так больно? Да, немного. И вы знаете, мне даже кажется, что я стала хуже слышать на это ухо. Хуже? А это что, что-то серьезное? Да нет, я думаю. Давайте так, мы проведем с вами аудиограмму, а пока я выпишу вам другие капли. Так. А может быть, это просто последствия стресса? Может. А что за стресс у вас был? У нас, у женщин, бывает только два стресса. Дети и мужчины. И какой же был у вас? Вариант номер 2. Я вас понимаю. Вы. Ну что вы. Не может быть. Вы такая молодая, красивая. От поклонников, наверное, нет отбоя. Представьте себе. Поклонник? Да нет, пациент. Значит, закапывайте 3 раза в день. Это должно снять болевой синдром. Ну, а там посмотрим. А закапывать до стресса или после? Лучше вместо. Товарищ полковник, 8 гильз от Ремингтона, 10 от Вальтера. Непонятно, как он вообще выжил. Ну, выжил, это громко сказано. Если Трефа заговорит, то будет это не скоро. А оружие пробейте по базе данных. Есть. Максим! Да. Личности убитых установили? Установили. Первый у нас Пушкин Сергей Игоревич, он же Пушка, охранник Трифы. Был бы Александр Сергеевич, стихи писал бы. Второй Слепко Тарас Николаевич, он же Метла. Один из быков Миши Киевского. Думаю, это только начало разборок между людьми Миши Киевского и Трефой. Похоже. Олег. Кто эти люди и что они здесь делают? Я же просил, когда я работаю, никаких посторонних. Это что, так сложно сделать? Смотри, не только нами, всей улицей командует. Большой начальник. Ты успокойся, сейчас всех уберут. Что-нибудь нашел? Что я тебе здесь найду? По этой улице ходили сотни людей. Мне что, их всех описывать? И вообще, может быть, здесь кто-нибудь еще поработает, кроме меня? Например, вот эти. Каждый раз одно и то же. Стоят, чаи гоняют, языками чешут. Товарищ полковник, да что он себе вообще позволяет? Снова приняли 100 грамм для храбрости. Товарищ полковник, вот это уже слишком. Успокойся. Я спокоен. Спокоен. Значит так. В следующий раз я с этим выезжать не буду. Или он, или я. Выбирайте, товарищ полковник. Олег.
Вознесенская Татьяна Александровна. На свидание к мужу. Пойдемте. Здравствуй, любимая. Здравствуй. Подожди, Игорь, подожди. Нам нужно поговорить. С тобой что-то случилось? Со мной все в порядке. Твою апелляцию отклонили. Как? Как отклонили? Адвокат ничего не смог сделать. Как не смог? Ты же обещала. Извини. Извини? То есть просто извини и все? А ты представляешь, сколько мне еще здесь сидеть? Я понял все. Я все понял. Да. Ты даже не пыталась ничего сделать, верно? Как тебе не стыдно, Игорь? Это тебе должно быть стыдно, Танюшенька, потому что ты кое-что забыла. А ты сильно изменился. Я очень изменился, потому что это я сижу здесь в тюрьме. Я сижу, а не ты. Черт. У тебя кто-то есть. У тебя кто-то есть. Ну скажи мне. Скажи, я пойму. У меня никого нет. И я ничего не забыла. Таня! Таня! Законы забыл, гнида дешевая. Братву не уважаешь. Кем ты себя возомнил, а? Ты Мустафой себя возомнил, а, сынок? Нет? Я здесь все решаю. И законы уважаю. По закону тебе последнее слово положено. Прости, Мустафа. Гадом буду, не убивай. Братва, не убивайте. Я отработаю, я все отдам. Не убивай, Мустафа, ну не убивай, ну пожалуйста, ну. Молись. Не убивай, Мустафа, не убивай. Молись. Не убивайте, пожалуйста, ну не убивайте, я вас очень прошу, ну не надо, ну не убивайте, ну не убивай, ну пожалуйста. Мустафа, не убивай, ну не надо. Молись, чтобы Трефа живой остался. Значит так. Пока я не найду того, кто Мишу Киевского завалил, всем сидеть тихо. И чтоб без моего маяка ни одна падла не пискнула. А если кто репнет, лично в бетон закатаю. И этот не диабетик.
Все? Все. Да. Нужно было дежурить в палате. Это по твоей вине убит главный подозреваемый. Товарищ полковник, я ничего не хочу слышать. Через полчаса объяснительно у меня на столе. Все, свободен. Я закончил. Ну что? Ничего нового, убийца тот же. Совсем ничего. Убийца мужчина, 40 лет, курит ЛМ, болеет сахарным диабетом, колет себе инсулин. Это все? Кроме того, что 2 часа назад он ел яичницу глазунью с соевыми сосисками, обильно спивая все это дело дешевым растворимым кофе, больше ничего. Трупов у нас все больше, а улик нет. Да, насчет улик. Ты ничего не заметил на шарфе, которым задушили Мишу Киевского? Нет, а что? Тот от него отрезал кусочек. Маленький такой кусочек. Ты не знаешь, что бы это могло значить? Понятия не имею. Ладно, я поехал. Будут новые трупы, звони. Ну что кисло? Что скажешь? Надо смотреть, кому это в масть. Трефи точно не в масть. Кому бизнес Трефы и Миши Киевского достанется? Не знаю. Сходняк все решит. Но большая часть бизнеса перейдет к Греку. Чего вдруг? Посмотришь. Тоже знаешь, что бизнес Мустафы на Грека переписан? Это ты сам сказал. Я думаю, они нас поодиночке зажмурить хотят. Ну и что? Держаться друг друга надо. Если дело до Мочилова дойдет. Ты это сам сказал. Хорошо, у тебя бильярдная такое. Да, ничего, пойдет. Еще пару столиков поставлю, будет вообще все в порядке. Благодарю. Бывай. Давай. Мне тут Грек стрелку забил. Во как! Людей мне маловато. Поможешь? Да не вопрос.
предупредил. Греку на стрелку. Передавай привет Греку. Вот тебе и от меня привет, Тамбура. Что-то проясняется. Ничего не понимаю. Заправка топора СТО принадлежит Греку. Бизнес у них не пересекается. Вся заваруха началась после того, как взорвали машину Кислого. В министерстве паника, а это только начало криминальной войны. А по мне пусть они поубивают друг друга. Нам же работы меньше. Свято место пусть не бывает. Поубивают одних, придут другие. Этих мы хотя бы знаем. И похоже, не мы одни. Инсулин. Инсулин, 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 инсулин. Мне нужна медицинская карта Севы Казанского. Сева. Он же умер 2 года назад. По-моему, от сердечного приступа. Не от сердечного. В смысле? Потом объясню. Надо узнать, болел ли он сахарным диабетом. Буду у тебя через полчаса. Здравствуй, дорогой. Разговор есть. Пошли присядем. Я вас слушаю. Помоги мне найти крысу. Мустафа в долгу не останется. Каким образом? Крыса кто-то из наших. Я соберу всех. Ты приедешь, обнюхаешь каждого и найдешь крысу. Пойми, дорогой, война начнется, всем плохо будет. Много невинных пострадает. Ты кое-что забыл, дорогой. Как Севу Казанского завалили. И на кого его смерть повесить хотели? И кто спас тебя тогда? Я подумаю. Подумай, дорогой. Хорошо подумай. Приезжай, не бойся. Я лично тебе безопасность гарантирую. Поехали. Привет. Ну что, нашел? Нашел.
Откуда ты знаешь Мустафу, Севу Казанского? Зачем порезал шарф? Вроде как вещественное доказательство. 2 года назад Сева Казанский нанял меня для одного частного расследования. Мы встретились в сауне, 1 на 1. Через минуту Сева умер на моих глазах. Я позвал на помощь, ворвались охранники. Меня схватили, обвинили в убийстве Севы. Приехал Мустафа. Почему тебя отпустили? Я рассказал ему, что Севу отравили медленно действующим ядом. Еще за несколько часов до нашей встречи. Кто это сделал? На Севе были запахи многих людей. Я не смог вычислить убийцу. Единственное мое дело, которое осталось нераскрытым. Это, конечно, все очень интересно, только зачем тебе медицинская карта Севы Казанского? Он болел диабетом или нет? Нет. Ясно. Я так и думал. Что тебе ясно? Помнишь, я тебе говорил, что уже встречал наш запах убийцы? Ну? Он один из тех, кто контактировал с Севой Казанским перед смертью. Когда ты это понял? Час назад в лаборатории, когда вспомнил о Севе Казанском. На животе у Севы были следы от инъекции. Там же присутствовал запах инсулина и берлитиона. Все это колет при сахарном диабете в живот. Тогда я и подумал, что Сева – диабетик, и запах инсулина принадлежит ему. А Сева колол только берлитион. Совершенно верно. Его назначают и при других заболеваниях. То есть убийца тогда и сейчас одно лицо, диабетик, 40 лет, курящий ЛМ. Только как его найти? Я поеду на сходку воров в законе. Это исключено. Другой возможности найти убийцу у нас не будет. Ты хотя бы представляешь себе, что это за люди? Звери, убийцы, циничные и безжалостные. Я должен закончить это дело. Банда Мустафы вышла из-под его контроля. Как только ты укажешь на убийцу, никто не сможет гарантировать твоей безопасности. Обещание Мустафы – это болтовня в женской курилке. Это ты понимаешь? Я все равно туда поеду. Может, его запереть на 20 суток? Тем более есть за что. Тогда делаем так. Это пластмасса. Звенеть не будет. Вот так включается, вот так выключается. Держите. Передатчик включишь только после того, как пройдешь проверку. Давай еще раз повтори свои действия. После проверки незаметно включаю передатчик. Нахожу убийцу, но никому про него не говорю. А что говоришь? Мустафа, убийцы здесь нет. После этого спокойно ухожу оттуда. Ну что ж, с Богом. Проходите. Ну давай, можно включать. А где все?
Гена, что со связью? Я не знаю. Наш приемник работает, это его передатчик не включен. Что же не включает-то? Нужно начинать захват. Товарищ полковник. Что? Что это значит? Не знаю. Начинаем захват! Где остальные? Где все? Не знаю. Кинули нас, начальник. Он всех нас по одному зажмурить хотел. И бизнес наш себе и своим людям подсобрать. Нехорошо это. Не по понятиям. Ты кто такой? Огрызок? Ты до кого дупло открыл? Я ж тебе за это яйца оторву. Красиво поешь, Мустафа. Да только мы не в опере. Лучше спой, как ты братву ментам сдать хотел, а? О, еще один баклан вякать начал. Это серьезная предъява, кислый. Ты за базар отвечаешь? Ты фраерка на сходнях позвал, м? Я позвал. И чё? Что с грузовиком? Не нашли, товарищ полковник. Твою мать. Телефон Мустафы. Отключен. Последняя регистрация в районе гольф-клуба. Так. Если у них сходняк, они должны быть все в одном месте. И их телефоны тоже, правильно? Проверяй остальных. Есть. Кислый. Все по закону, Мустафа. По закону? А где грек? У нас и без грека большинство. А вы большинство. Вы крысы. Трусливые крысы. Поэтому и сходку перенесли. И грека не позвали. Ты беспредел творишь, топор. Ответишь за него. Хорош тухлятину гнать. Братва порешила? Вали. Значит, будем валить. Давай. А последнее слово? Ты уже говорил, Мустафа. А фраер? Вы что же скажете?
Вы совершаете ошибку. Я знаю, кто настоящий убийца. Развяжите меня. Так говори. Развяжите меня. Куда я отсюда сбегу? Два года назад отравили Севу Казанского. Единственный раз в жизни я не смог найти убийцу. Причем здесь Сева Казанский, спросите вы? А при том, что убийца Севы, Миши Киевского, его охранника и Трефа одно и то же лицо. И он сейчас здесь, среди нас. Найти его очень просто. Он болеет диабетом, сидит на инсулине и постоянно колет его себе в живот. Так препарат всасывается медленнее и действует дольше. Убийца – это ты. Подними футболку. Подними футболку, сволочь! Так ты шершавый, сука. Так это ты, шершавый крыса. Это не я. Это он, крыса. Твое место хотел занять. Братву стравить, бизнес подзабрать. Я только выполнял приказы. Ну, гнида ты кислый. Ты не жилец кислый, помни об этом. Мустафа, прости, я... тупым ты был, топор, тупым и помрешь. Молчать. Прям как в кино. Граждане бандиты, выходите по одному. Ну что, Мустафа, на этот раз придется сесть. Дорогой, ты же меня завтра снова выпустишь. У меня даже оружия с собой нет. Я сам с удовольствием пойду в тюрьму, если у вас будут улики железобетонные. А без них это просто болтовня в женской курилке. Ну ты, брат, даешь. Первый раз в жизни сердце прихватило. Сердце? Ты ешь много жирного. У меня сейчас будет пациент. Этот пациент я. Записался под чужой фамилией. Нам надо поговорить. Что происходит? В смысле? Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Я думаю, что мы совершили ошибку. Ошибку? То есть для тебя это была ошибка? Понимаешь, я думаю, что отношения должны развиваться постепенно как-то. Нельзя так сразу и все изменить. Я не могу. Почему не можешь? Ты же любишь меня, это знаю. Твой фетиламин сейчас просто зашкаливает. Ты ошибаешься. Я не люблю тебя. И, пожалуйста, не нужно ставить на мне свои эксперименты. Я никогда не ошибаюсь. Тем не менее. Давайте вернемся к тому, с чего вы, собственно, хотели начать. Что вас беспокоит? Я слушаю. И вообще, с сегодняшнего дня я предлагаю перевести наши отношения в плоскость врач и пациент. Не понимаю, о чем ты мне врешь.
пациентом для тебя я не буду. And when we are talking, that's all we have. 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 And when we are talking, that's all we have. That's all we have. That's all we have. That's all we have. That's all we have.